Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно внутренностей флотоносца, то есть внутреннего его строения. Это, конечно же, будет не про интерьеры, которые мы уже рассматривали с вами, а именно то, что находится внутри самого флотоносца и как там все устроено, потому что, может быть, вы этого не знали, и может быть, со временем это поменяется, и хотелось бы посмотреть, что у нас сейчас и что будет уже потом, после введения интерьеров флотоносца. Ну что ж, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. И прежде чем я покажу вам способ, с помощью которого мы полезем внутрь, давайте-ка осмотрим наш ангар. Это довольно полезно. Просто мы его сможем видеть изнутри. Примерно прикинем размеры. Вот наша мамбочка, симпатичная красавица. Вот у нас вход с лифтами, который позволяет нам попасть во внутренние интерьеры, где у нас будет и главный мостик, и все остальное. В общем, подробно об этом в подсказочке справа сейчас все вылезет. В общем, примерно запомнили очертания и размеры. Теперь полезли. Для того, чтобы проникнуть, нам нужно вывести корабль наружу и включить внешнюю камеру. Ну и немножко удачи. Сейчас будем пробиваться сквозь текстуры. Так. Это не так уж и легко. Опа. Так, вот уже видим очертания и видим наш ангар. Продолжаем пытаться прорваться. Получилось. Нажимал еще при этом клавишу F, которая спускается вниз. И мы пролезли. И вот видно, как выглядит у нас ангар. И то, что под ним еще есть некоторое пространство. То есть, обратите внимание, вот наш пол, на котором мы ходим, на котором у нас стоит наш корабль. И под ним еще есть некоторая секция. И учитывая то, что это средний ангар, место еще есть. Не забывайте то, что у нас есть еще и большие, и под них место тоже имеется, и я так понимаю, по вот эту вот нижнюю линию. Давайте-ка посмотрим на всякий случай. Берем большой корабль и повторяем данную процедуру. Интересно. С большим кораблем, кстати, так почему-то не получается. Вообще пролезть не могу. Пересаживаемся обратно на средний. И на самом деле ничего тут особо такого интересного нету. Единственное, хотя бы радует, что ангары имеют свои ячейки по размерам. А так, ну, фантазировать здесь можно очень долго касательно внутреннего строения, ибо что, к примеру, вот это вот за часть непонятная, что там внутри, непонятно, пролезть не получается. То есть, как бы я ни хотел, меня внутрь туда уже не пускает. Это, если что, огроменная деталь, которая торчит внизу флотоносца. Вот сейчас вы ее можете видеть. И не забывайте, детали, которые проработаны сейчас здесь находятся внутри, это сделали сами разработчики. То есть они знают, что это здесь находится, и будет ли это использовано, непонятно. Вот это что такое, вообще не ясно. Может это лестница, может это просто какая-то складка непонятная, фиг его знает. И вон опять-таки те самые лестницы, о которых я говорил. Ну, лестница, которая не лестница. И да, некоторые из них видно только лишь под определенным углом. Сейчас, видите, ее нету. Сейчас начинаю спускаться, и она появится. Вот. Сейчас мы находимся, так сказать, на линии, на самой нижней линии флотоносца, которая идет вдоль всех ангаров и чуть ли не до самой задней его части. И да, тут есть трубы и намеки на то, что, возможно, будут коридоры, потому что, извините, но вот это вот выглядит странно. Вот эти вот арки. Но все равно. Выглядит снаружи он совершенно не так, как здесь. Нет такой рельефности, нету ничего такого. И опять-таки, обратите внимание, наклон, которого сейчас не видно, но будет видно сейчас. Возможно, еще одна лестница. Не знаю, правда не знаю. Двигаемся дальше, здесь также трубы, и почему-то это имеет другую текстуру. То есть это у нас просто серое, а это у нас ребристое, непонятно почему. Двигаемся дальше. Вот к этой части, которая напоминает коридоры в кораблях, таких как Анаконда, корветы и так далее, вопросов в принципе нет, потому что снаружи она выглядит вообще вот таким вот образом. То есть
тут у нас как бы свободное пространство, что ли. Либо будет коридор с возможностью осматривать нижнюю часть, что происходит внизу под флотоносцем. Хотя вряд ли, повторюсь, вряд ли что-то они будут делать со всем этим, но все же, погулять здесь с вами мы можем. Что у нас тут есть еще? Да больше на самом деле-то и ничего, но есть вид на пирамиду. Ну, в принципе. Было бы неплохо, если бы они еще и здесь все ввели возможность ходить и так далее, но не забывайте, какое это огромное пространство. Та рубка, которая находится в задней части флотоносца, из которой мы будем видеть весь наш лендинг-пад, вообще всю вот эту переднюю часть, она размером с питон может чуть больше, и там уже огромные интерьеры. Сколько сюда можно впихнуть, это просто даже, ну, я не могу представить, ибо... Помните, что я говорил касательно средних ангаров? Под ними еще есть место. Под большими место тоже будет иметься. При этом в эту пирамиду я пролезть не могу. Я пытался. Не получается залезть в текстуру, что странно. Но странно даже не то, что нельзя пролезть, а странно то, что можно пролезть вон туда. Пишите, что об этом думаете в комментариях под видео. А при попытке пролезть в самую переднюю часть флотоносца происходит следующее. Вот. И дальше не пускает. То есть, ну вот, ну никак я не могу пролезть внутрь. Вообще. И опять-таки вопрос. Почему туда я могу пролезть, а сюда нет? Видимо, фронтиры имеют какие-то планы на внутренности флотоносца. Но есть одна проблема. Я не знаю, когда можно было туда пролезть. Случилось ли это сейчас, либо давным-давно. Этого, друзья, я, к сожалению, не знаю. А у меня на этом все, друзья. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Все полезные ссылочки в описании под видео.